Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! Здравствуйте! Вам спасибо, что пришли, вам спасибо, что смотрите. Меня зовут Данила Поперечный, и это первоапрельский выпуск нашего утреннего шоу «Слишком рано». Шоу, в котором я в промежутке между своим стендап-туром борюсь с невероятным джетлагом, чтобы обсудить с вами все самое интересное, что произошло в мире с момента нашего последнего выпуска. Конечно, самый интересный момент, очевидно, это срачка Трампа с Зеленским в Белом доме. Трамп постоянно говорил Зеленскому, что у него нет на руках нужных карт. Не удивлюсь, если у Дональда на руках в этот момент была карта «Мир». Ну и помимо этого, на самом деле, произошло очень много всего, к обсуждению чего мы прямо сейчас с вами приступим. Во-первых, Оскар, во-вторых, Канье Уэст, новые законы в РФ, а также новые приколы с Илоном Маском. Сегодняшний выпуск не просто так называется иначе, так как мы шоу утреннее и еще и выходим 1 апреля. Сегодня не только я буду дарить вам заряд своими искрометными шутками. У нас должна быть какая-нибудь особенность сегодня, правильно? В этом выпуске каждый раз, когда будет звучать не смешная шутка, меня будет бить разряд электрического тока, как в старые добрые. Я вручаю... О, блядь! Я сам себе нажал, ебать. Я вручаю этот пульт своей жене, что отвратительный выбор, потому что это человек, который, из всех возможных людей реже всего врубается в мои приколы. Смотри, зай, стоит на 5. Пожалуйста, не повышай. Уже на 4. Давай проверим, смотри. Не дави долго. А тут какая-то молния. Это... Да, зай. Ну это оно. Пробовать? Ну давай. О, да, супер. Что-то я и бодрее стал. Класс. Поэтому, надеюсь, вам понравится сегодняшний выпуск. Это «Слишком рано», и мы начинаем под ваши аплодисменты. Привет! Меня зовут Данила Поперечный, признан иностранным агентом. И я приезжаю к вам со своим новым стендапом. Новая программа абсолютно без цензуры, строго 18+. Так что покупайте билеты, приходите и увидимся. Так, первая новость. Россиян хотят отключать от интернета и сажать на 15 суток за кибербуллинг. Предложение уже внесено в Госдуму. Токсики будут подвержены административным наказаниям и штрафам за мелкое хулиганство. Самым токсичным даже придется отсидеть до 2 недель. Ты кто по масти? Токсик простой или тролль порядочный? Мне кажется, с этим законом в будущем люди иногда будут говорить: вот вы смеетесь, а он за эту шутку уже 3-й год без Wi-Fi сидит. Придется супер аккуратничать, чтобы донести свою мысль. Типа, сейчас ты схуёв от середины шутки! Вау! Блядь, ну это вообще пиздец. Я говорю, сетап, ты меня бьешь, и дальше, что бы я ни сказал, оно проигрывает угару. Раньше пи***ки только и делали, что сидели за компьютером, а сейчас просто сидят за компьютер. Ох, пошли вы нахуй! Настолько она вам прям не понравилась. Суки ебаные, блядь. Ладно. Вы расслабьтесь. Пиздец, то есть вы нервничаете и не смеетесь, меня бьет током, охуенно, мы в петле. Продолжая приколы про закон. Интересно, если будут чуваки, которых насовсем отлучили от интернета, будут ли они подходить к людям и говорить: ну расскажи, как там в интернете, мамки-то все еще не ебаные. Хорошая, не бей. Ну, как говорится, хочешь хорошего срача, суши сухари. Зато с этим законом, если вы будете встречать большой обидный комментарий, учитывая последствия, он будет скорее вызывать уважение. Типа, сколько же он сидел, чтобы мы смеялись. Двигаемся дальше. Фильм «Анора» выиграл 5 премий «Оскар». Российский актер Юра Борисов также был номинирован, хоть и не получил статуэтку. Вместо Борисова «Оскар» в номинации забрал брат Макалея Калкина. А вы говорите, в Америке нет кумовства. Пожалуйста, блядь. Меня, как человека разбирающегося, сюжет абсолютно не впечатлил, поэтому к 5 статуэткам я отношусь крайне скептически, прокомментировала картину 42-летняя проститутка с теплотрассы. О, как я рад, что вам она понравилась, я уже боялся, что сейчас ебанет. В интернете все смеялись, что Юра, очевидно, нервничал насчет потенциальной победы, потому что боялся, что ему придется произносить речь, и ему придется делать вид, что он знает английский. А теперь представьте, как страшно было режиссеру, когда он узнал о 5 Оскарах, и теперь ему нужно делать вид, будто бы «Анора» — это пиздатый фильм. Спасибо! Работаем!
Он нормальный, но 5 Оскаров. Тоже странно, конечно. 5 Оскаров одному фильму даете. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая актриса, лучший монтаж. Неужели уже нельзя было дать Юрцу статуэтку чисто до кучи? Как будто комитет такой, в этом фильме вообще все заебись, кроме Борисова. Вообще не важно, выиграл ли Юра Оскар, в России все равно отправился лысый золотой мужик. Такая. Следующая новость. Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Беларуси. Прикольно, что он такой простой. Типа, что там эти мужики обсуждают? А может, у нас такой есть? Ну-ка, идите гляньте. Это почему в Беларуси до сих пор крупнейшего месторождения нефти нет? Просто не поступало распоряжение найти. Так-то у них все есть. Ну ладно, бей. Это уже... Ладно. Ау. Мне когда понадобится купить особняк в Лос-Анджелесе, поручу свою жену найти у нас дома $3 миллиона. Вдруг это так работает. Пускай занимается. Интересно, какой метод будет использоваться для поиска? Типа, ну копните просто поглубже. Чего, как маленькие? Не знаю, для Лукашенко, мне кажется, редкоземельный элемент — это часть земли, где нашли что угодно, но не картофель. Двигаемся по классике. Ну, как говорится, был бы человек, а редкоземельные металлы найдутся. Да, хуй. Двигаемся к достаточно противоречивой новости, но которую вы, скорее всего, все видели. Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних. С обвинениями в адрес рэпера выступили сразу несколько девушек. Свои истории они рассказали в одном из подкастов журналистки. Что ж, расследовательницы и фактчекерки выполнили задание на 5 с плюсом. Появилось очень сильное желание ознакомиться. Нет, я бы сказал, вникнуть в материал хорошенечко. Единственное, что я искренне не понял, так это обвинений в многолетнем груминге несовершеннолетних. Потому что я с таким, редко, конечно, встречался, но если девочки были настолько волосатые, то, наверное, они должны были сказать спасибо. Нормально, нормально. Однако в сети начали всплывать некоторые неточности и факты, которые ставят все расследование под сомнение, а также свидетельства некоторых девушек. К примеру, одна из девушек имела доступ к странице Оксимирона в ВК, а заявленные 1000 сообщений с домогательствами так и не были предоставлены общественности в достаточном объеме для того, чтобы их просто пруфануть. В общем, все как я люблю. Фокус ситуации как бы случайно совсем чуть-чуть сбивается в сторону. Это приколы чисто для тех, кто видел это сообщение. Ну и давайте так. У кого нет кринжовых секс-переписок с 16-летними девчонками? Эй, ну спокойно. У меня они тоже есть. Единственное отличие меня с Оксимироном, мне в тот момент тоже было 16. После прочтения скринов сообщений Миронова я, конечно, начал сомневаться, что он хороший текстовик. Там, конечно, такое прям... Ну что я могу сказать? Взросление — это когда тебе перестают писать Окси. У меня теперь новый критерий. Если вся эта хуйня подтвердится, то это худший камбэк в рэп-истории. Потому что он столько лет молчал, видимо, не потому что писал альбом, а просто ждал, когда мы, как его слушатели, подрастем до возраста согласия слушать его рэп. Двигаемся дальше. Глава Следственного комитета предложил считать использование искусственного разума отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Такая новость. Следственный комитет как бы подталкивает людей к самообразованию. Как моя математичка. Такая, с калькулятором-то каждый может. Я хочу, чтобы вы сами умели. Слушайте, странно. Что-то я сомневаюсь, что смягчающим обстоятельством было бы то, что ты ебаный двоечник. Аттестат показываешь, извините, всего доброго. Ладно, хуярь. Двигаемся дальше. Интересно, а если ты пользовался несколькими нейронками, будет ли это считаться бандой? Ну, а если был использован чат GPT с платной подпиской, то преступника ждет набутыливание премиум. Идем дальше. Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день, заявил спецпредставитель Кит Келлог. Такая хуйня. Если так, тогда можно выкручивать яйца и дальше. Типа, я же не сказал, чем я ее закончу. Может, Третьей мировой? Не знаю, как пойдет. Или типа, я закончу войну за 24 часа до того, как они сами там разберутся. Вообще, трамповские 24 часа — это не обязательно 24 часа, которые идут подряд. Это может быть как рабочая неделя. Час работы сегодня, потом месяц гольф, потом еще 15 минуточек созвонился, что-то сделал, перерыв неделя.
Он, конечно, в очень интересном ритме пытается это все решить, не считаете? Звонит Путину, что-то про хоккей с ним пиздит пару часов. Согласен, к чему спешка? Вообще угарно, что обещания президента звучат как ролик мистера Биста. Заверши войну за 24 часа челлендж, если у тебя получится, получи приз редкоземельные металлы! Двигаемся дальше. Теперь в Telegram Premium можно сделать входящие сообщения платными. Пользователи могут самостоятельно назначить цену за внутреннюю валюту мессенджера «Звезды». Наконец-то за мои личные сообщения звезды будет получать не только майор, а еще и я. Нормально. Вообще, сделать входящие сообщения платными — это, конечно, bold move. Надо бы включить у себя такую функцию и пустить рекламу типа «Хочешь пообщаться? Пиши». Круто, что Дуров дает возможность мне почувствовать себя хоть чуть-чуть эскортницей. Вот слегонца. Теперь можно сказать, если в общение в Телеграме не пошло, виноваты звезды. Двигаемся дальше. Реестр обещаний чиновников появится в России. Жители получат возможность отслеживать выполнение обещаний чиновников. Не знаю, зачем им реестр в отдельном окне, если можно выглянуть в окно на улицу. Остросоциальное, за такое не бьют. За такое получают административки. Единственным способом коммуникации граждан с чиновниками на этом сайте будет отправка запроса «Че, серьезно?» и ответ «Да, серьезно». Вообще, зная, как в последнее время все работает, этот портал, скорее всего, ловушка. Ты заходишь на этот сайт, чтобы отследить деятельность какого-нибудь мэра, а потом тебя судят за шпионаж, блядь. Пойман за слежкой. Вроде бы и хорошая инициатива, но кто нам гарантирует, что в реестр будут попадать именно обещания, которые направлены на улучшение жизни граждан? Вот, например, следующая новость в тему. Власти будут отслеживать местоположение и передвижение россиян, заявляет Forbes. Сервис для сбора данных о местоположении и перемещении россиян разрабатывает Минцифры. На развитие программы потратят почти 6 миллиардов рублей. Будут отслеживать. Ну да, хорошая попытка, конечно. Ну, когда начнете за нами следить, дайте знать. Если что, вы знаете, где меня найти. Интересно, попадет ли это обещание в реестр? Мы обещали за ним следить? Следим, голосуйте. Давай на 8. Я привык. Клянусь, привык. Вдруг это, наоборот, будет полезно. Едешь на машине в центре Москвы, а тебе из телефона товарищ майор: «Вить, на Тверской поворот проебал. Тут GPS плохо ловит, ты ж к матери едешь, поворачивай». Капец, они всрут 6 миллиардов, чтобы просто узнать, что я все время на толчке смотрю рилзы. Это ужасно. Просто ужасно. Зато, если они обнаружат, что ты ходил куда-то не туда, тебе, возможно, еще и подарят инновационный фитнес-браслет на ногу. Следующая новость, самая пиздатая за все то время, пока мы с вами не виделись. Шаманы Мизулина официально подтвердили свои отношения. Они страстно поцеловались на концерте. Я считаю, надо поаплодировать. То, о чем мечтали сатиры Морген, смог осуществить только он, избранный. Ну, наконец-то хорошие новости и для арийцев в этом шоу. Не знаю, я искренне считаю, вот без шуток, что не существует более подходящих друг другу людей. Я правда сейчас даже не шучу. Возможно, перед нами будущий царь и царица Российской империи. Кстати, если вы вдруг не в курсе, у шамана фамилия Дронов. И я считаю, что если Екатерина возьмет себе двойную фамилию после брака, это будет самое смертоносное словосочетание — Дронова-Мизулина. От этого человека будет просто невозможно скрыться. Вообще, они прямое доказательство, что мысли материальные. Потому что, мне кажется, карты на стол, мне кажется, это мы всем интернетом сделали. Слишком мощную визуализацию послали в космос. Вообще, их роман — это единственное, что может быть одновременно и традиционной ценностью, и жестким фетишем. Он снимает латексный костюм после рабочего дня, а она его, наоборот, вечером надевает. Знаете, как будет называться ребенок Мизулиной? Запретный плод. У шамана, кстати, уже есть дочь. Прикиньте, какая из всех возможных вариантов попалась мачеха. Ну, вообще, совет да любовь. Заодно хотя бы можно не переживать, секс у них точно безопасный. Двигаемся дальше.
Ученые на базе в Антарктиде просят спасти их от коллеги. Министру окружающей среды Южной Африки пришло пугающее письмо о том, что один из ученых запугивает остальных, угрожает некоторым убийством и уже применил насилие к одному человеку. Самое страшное, ближайшие 10 месяцев ученые не смогут выбраться оттуда без внешней помощи. Как утверждают другие полярники, это все еще только верхушка айсберга. Вообще звучит как охуенная реалити. Несколько участников на 10 месяцев заперты друг с другом в Антарктике и еще не знают, что один из них поехавший. Смотрите новое шоу «Отморозок». Природа человека, конечно, удивительна. Даже в Антарктиде, где температура минус 50, главным минусом все равно остается, что можно получить по ебальнику. Двигаемся дальше. Ким Кардашьян подала в суд на Канье Уэста из-за песни с участием их дочери, и Пи Диди, который сейчас в тюрьме, его сейчас судят по обвинениям в насилии и торговле людьми. В треке Диди благодарит Канье за поддержку. Что ж, это точно достойно премии «Отец года». Кстати, если вдруг нужны подобные идеи, сейчас самое подходящее время выложить фит его дочери и Оксимирона. Блин, представьте, как тяжело Ким, учитывая, что у их общих детей отец вот так вот слетел с катушек. Отдаешь ему детей на лето, спрашиваешь, куда поедете? Он говорит, есть очень классное место для детей, называется Неверленд. Хороший летний лагерь, никто не жаловался. Ну, кроме 3 человек. Да, я забыл, каково это. 8-ка-то жесткая. Оставляю 8 на это пиздец. Насколько известно, Канье даже не сказал дочери, для чего именно он записывал ее парт. Но я себе, правда, очень тяжело могу представить, каково это, когда твой батя Канье из 2025-го. Типа, ну что, дочь, поехали со мной на работу? Да не, пап, что-то не хочется, спасибо. Ты в этом году работаешь ебнутым. Также в этом треке Канье сравнивает себя с Гитлером. Вот. Название трека переводится как «Одинокие дороги все равно ведут к солнцу». И в этом случае мы можем быть уверены, что это от сердца. Это, конечно, пиздец, что Канье в своей маниакальной фазе втягивает уже своих детей в свои провокации, будто бы не осознавая, что он тем самым может разрушить им карьеры и жизни в будущем. Ну и все-таки все познается в сравнении, не так ли? Прикиньте, как повезло людям, у которых отец всего лишь пиздил их и бухал. И это вообще подарок Канье Уэст, который нам сделал. Двигаемся дальше. США по указу Трампа опубликовали около 80 тысяч страниц секретных документов об убийстве Кеннеди. Сенсации, к сожалению, не случилось, так как большинство обнародованных материалов уже были известны ранее. Как заявляется, документы выцветшие, плохо отсканированные, и некоторые из них просто невозможно прочесть. В целом, я думаю, они из-за этого и значились секретными, потому что хуй его знает, что там написано. Благодаря этим документам подтвердилась старая теория, что стрелка на самом деле было 2. Первый непосредственно тот, кто выстрелил в Кеннеди, и второй, который ебошил по копировальной машине. Давай, давай. Вы тоже заметили, что все интересные обещания со стороны Трампа вообще ни к чему не приводят? Мне кажется, даже если он рассекретит зону 51, окажется, что это просто неофициальный склад Вайлдберрис. С другой стороны, неудивительно, что документы выцветшие. Посмотрел бы я на вас, если вы были цветными во времена Кеннеди. Это хорошее, блядь. Я собой очень гордился, когда это придумал. Я очень рад, что вам тоже понравилось. Ну, что тут скажешь? От этой сенсации, к сожалению, башню нам не снесло. Да ладно вам, блядь! Ну ладно, хорошо, двигаемся дальше. Дональд Трамп показал журналистам красную кнопку на своем столе. По его словам, посетители регулярно принимают ее за пульт от ядерного оружия. На самом деле, при нажатии ему приносят диетическую колу. Это чистая правда, даже он нажал ее, это так охуенно выглядело. Ну вот, мы все с вами боялись, оказалось, это просто пшик. Прикольно, если бы для того, чтобы запустить реально ядерные ракеты, надо набрать специальный пароль в вендинговом автомате. Интересно, играет ли у Трампа при нажатии на настоящую ядерную кнопку «Праздник нам приходит». В Кремле тоже такая есть. Правда, при нажатии на нее доставляют не колу, а грибы по всему миру. И Путин такой: да блин, вы из нас каких-то совсем уже злодеев делаете. Вот у меня есть чемоданчик, все почему-то думают, что он ядерный. Я на самом деле туда какаю. Очень удобно. И еще и портативный туалет, и удобная плащ-палатка.
Было бы смешно, если бы эта кнопка на самом деле была предназначена для запуска ядерки. Просто каждый раз, когда он ее нажимает, они в командном центре такие, блядь, да, сейчас. Присим попить что-нибудь. Разбежался. Ну, хоть в чем-то мы с Америкой похожи. Потому что если нажать на их красную кнопку, принесут колу без сахара, а если нажать на нашу, тоже придется нихуя не сладко. Двигаемся дальше. Вот это вообще класс. Отец Илона Маска заявил, что его сын не расист, потому что, цитата, в детстве он дружил с черными слугами. Видите, какой широты взглядов Илон с детства. Ему не важно, какого цвета кожи у его слуг. Ему абсолютно все равно. Ему служат черные, белые, азиаты, женщины. Как рассказали слуги, удары плетью господина Илона были гораздо слабее, чем удары его отца, за что малыш нам сильно понравился. В детстве дружил с чернокожими слугами. Илону что, 200 лет? Нахуй. Прикольно, что батек пытался как лучше, но сделал сильно хуевее. Он им даже подарки дарил. Да, всякие украшения, цепи. С другой стороны, я забыл, что Илон сам из Африки. Мне кажется, Трамп по той же схеме с ним постоянно и двигается. Типа, как я могу быть расистом, если все днями тусуюсь с этим африкосом? Двигаемся дальше. Вот это, кстати, очень неожиданная новость. Google начал выплачивать свой долг России. Сейчас компания погасила 13,5 миллиардов рублей штрафа, что, по заявлениям Роскомнадзора, составляет 40% от общего долга в 32,8 миллиардов рублей. Об этом сообщили «Известия». Ебать, неужели сработало? Прокомментировали первую выплату в Роскомнадзоре. Мне кажется, для них то, что Google начал выплачивать деньги, это все равно, что деньги найти в пуховике зимнем. Такой, нихуя себе, бля, вообще не ожидал, приятно. Забавно, что еще один штраф, который вот 935 ундециллионов, даже Роскомнадзором не учитывается как настоящий. Вообще респект РКНу за то, что хоть кто-то помог вернуть в РФ YouTube монетизацию. Пока, правда, только себе, но надо с чего-то начинать, правильно? На самом деле новость хорошая, потому что она немножечко попахивает призрачной возможностью того, что YouTube в России все-таки разблокируют. Кстати, не хочу повторяться и занудствовать, но 13,5 миллиардов рублей от Google — это на 13,5 миллиардов рублей больше, чем сумма, которую от Google получил я, за что меня официально признали инагентом. Роскомнадзор, будьте осторожны, вы потом нихуя не докажете. Двигаемся к следующей новости. Новый метод лечения рака. Это охуительно. Если это не фейк, это просто фантастика. У 90% испытуемых опухоли уменьшались, причем даже с запущенными формами. В Китае создали вирус, который превращает раковые клетки в свинину. Иммунитет распознает эту ткань как чужеродную опасность и начинает ее уничтожать. Хочется просто на всякий случай в очередной раз извиниться перед мусульманами. Видите, не болеть раком — это теперь харам. Если это действительно так, то это поразительно. Но на всякий случай проговорю. В Китае мы на шашлыки больше не летаем. Очень надеюсь, что звук в момент, когда вакцина работает, такой же, как когда Касперский обнаруживает вирус. Такой, шутка 30+. Вот, кстати, тоже интересно. Написано в статье, что у 90% испытуемых успешные. А что, интересно, говорят оставшимся 10? Типа, у меня плохие новости, теперь у вас неизлечимый бекон. Просто ходите с ним. Тоже любопытно, можно ли будет сдать свою опухоль в Мираторг? Ну и давайте честно. Вот если от кого-то и ожидали вакцину, которая будет превращать рак в сало, то точно не от китайцев. Мир вообще парадоксальное место. Сделать рак свиньей — это нормально, а вот свинью раком все сразу орут, что я извращенец, и прогоняют меня с фермы. Следующая новость. Ученые выяснили, что для того, чтобы стать умнее, нужно посрать. Они провели исследование с участием нескольких студентов-троеборцев, которые выполняли когнитивно-психологический тест. Результаты показали, что после дефекации у 9 из 13 участников показатели улучшились, особенно если применялось слабительное. Ну вот и раскрыт секрет моего поистине сверхчеловеческого интеллекта. Не знаю, хули вы смеетесь. А учителя мне говорили, что из тебя ничего не выйдет, еще как вышло. Возможно, когда мне говорили «да мне насрать», это значило «я подумаю».
Вообще кажется, что в связи с этими исследованиями нужно пересмотреть многие выражения. Теперь исходить на говно значит не злиться, а хорошенько пораскинуть мозгами. Ладно, я всю жизнь боялся обосраться в разных вопросах, оказывается, надо было бы. Так вот, почему мы, мужики, часами сидим на толчке. Теперь все реально стало на свои места. Мы просто современные мыслители. Господи, нахуй я вообще это шоу придумал, блядь. Следующая новость. Американский журналист издания The Atlantic случайно оказался в секретном чате мессенджера «Сигнал», где высокопоставленные чиновники США обсуждали удары по хуситам. В переписке участвовал глава ЦРУ, министр обороны, вице-президент, госсекретарь и другие члены Совета нацбезопасности США. Я не удивлюсь, если решение об ударах в этом чате принималось голосовалкой. Интересно, принимаются ли там решения по той же схеме, как срутся в родительских чатах? Я не понимаю, мы что, опять должны скидываться? На что? На хуситов? Так мы в начале года уже скидывались на них. Двигаемся дальше. Илон Маск собирается создать армию роботов. Он запланировал создать легион из 5000 машин в 2025 году, то есть в этом. Мы вообще будем что-то делать с тем, что Илон Маск, ну, очевидно, превращается в суперзлодея? Ладно, просто спросил. Не знаю, учитывая, что мы видели его любимый жест, думаю, Польше стоит поднапрячься. Двигаемся дальше. Президент Аргентины поручил рассекретить документы о нацистах, укрывающихся в стране после Холокоста. Да что тут на самом деле рассекречивать? Если вы живете в Аргентине, и ваш дедушка пиздец как клево готовит штрудель, все и так понятно. Представляю сейчас разговоры в аргентинских семьях. Деда, а ты точно не нацист? Внучок, вот тебе крест. Дедуль, так он фашистский. Что ж, двигаемся дальше. Появились кадры со съемок фильма «Волшебник Кремля» в Риге. Джуд Лоу сыграет Владимира Путина. Наконец-то у Путина появился популярный двойник. До этого Джуд Лоу играл Папу Римского. Видимо, после Папы он теперь решил замахнуться на деда. Джуду, кстати, не стоит забывать очень важный нюанс, когда ты играешь Путина. Страшно потом стать заложником образа. Ладно. Хорошо, что это не сериал, а то пришлось бы 25 лет корячиться. Двигаемся дальше. Я уже боюсь просто вам паузу оставлять на то, чтобы вы не смеялись, чтобы она не понимала, что шутка хуевая. Госдума приняла закон о запрете рекламы на сайтах экстремистских и нежелательных в России организаций. Теперь размещать рекламу в Instagram и Facebook будет запрещено и караться штрафом. Ну вот и правильно. А то эти экстремисты из Меты узнают ненароком о том, где можно взять дешевые авиабилеты. Вот напрашивается что-то вот здесь сказать, не могу, и вертится на языке, но не могу вспомнить. Двигаемся дальше. МВД России объявила в розыск политолога Екатерину Шульман, а через несколько дней карточка с ее информацией пропала из базы. Возможно, у Екатерины просто есть чит-коды из GTA, она ввела Leave Me Alone и продолжила заниматься своими делами. На самом деле Шульман легко поймать. Достаточно пригласить ее в участок в качестве эксперта, она придет и все вам расскажет. Ну и финальная новость на сегодня. Паша Техник находится в коме в тайской больнице уже несколько дней. Новости о его состоянии, если честно, крайне тревожные. Я думал, что он мертвый. Не-не-не, там писали, что у него умер мозг, но мы все видели, что это случилось уже давным-давно. Хочется просто пожелать сил его близким, а также пожелать Паше, чтобы он выкарабкался и, наконец-то перестал ебашить, пока не стало слишком поздно. Мы вернемся после небольшой паузы. Ненадолго вас отвлеку, ведь спонсор сегодняшнего выпуска — сервер World of Warcraft Sirus, который предлагает новые механики, квесты и свободы, которых нет в оригинальной игре. PvP и PvE сезоны с призом до 5 миллионов рублей, огромный выбор рас, их 13 штук, эксклюзивная фракция Ренегат, где ты один против всех, улучшенные модели персонажей, уникальные стартовые локации и многое-многое другое. Но главное, проект абсолютно бесплатный. Просто качаешь клиент и можно начать знакомиться с огромным крутым миром MMORPG, в который уже играют более 35 тысяч игроков. Так что переходи по ссылке в описании и возвращайся в Азерот, который прокачали фанаты своего дела. Ну а мы продолжаем. Дальше у нас с вами будет небольшой интерактив.
Значит, пишите любую хуйню, которую вы хотите, чтобы я озвучил и с вами обсудил, вопросы, истории, и оставляйте бумажки в сырные шарики. Вот. А что хуёвый ты взял? Сырный шарик. Я, ну вот это первый раз в жизни, когда меня чморят за выбор снека, блядь. В начале моих концертов у меня есть фотограф, который фотографирует отчеты. Фотографии просто того, как прошел концерт. И мы после каждого концерта выкладываем. И мой фотограф в начале, Кир, фотографировал фотки горизонтально, а я хотел выкладывать в вертикальном формате. И я использовал нейросети часто, чтобы расширить границы фотки. И одна из фотографий, где Кир сфотографировал зал, она мне очень понравилась, но там внизу фотографии как бы она обрезается, где сидят люди, аплодируют. И там так получилось, что, расширяя фотографию, нейросеть, короче, переодела женщину. То есть она достроила ей тело вообще с другой одеждой. То есть вообще не так, как она выглядела. Но из-за того, что все остальное было нормально, то есть стулья, как бы все отгенерилось хорошо, я такой, похуй, годится. И я выложил эту фотографию, и я потом думаю, блядь, а вот если эта девушка заходит на мою страницу, такая, о, посмотрю, что он там выложил, видит свою фотографию и видит, что я ее, блядь, переодел. Что она подумает, типа? Ну, то есть я, вероятно, просто, во-первых, либо заставлю ее сомневаться в своей адекватности, что она такая, я же не в этой одежде была, что за хуйня? Либо, пиздец, просто на шару человеку такой неический комплекс подарил. Типа я такой, господи, ты оделась как бомжиха. Фу, я использую графику, чтобы тебя переодеть, потому что это никуда не годится. То, в чем ты решила явиться на мое мероприятие. Она мне не писала, если что, но я думаю, мне, если ты видишь это, извини, это просто потому, что надо было сделать длинную фотографию. Ну и топ с низом вообще у тебя, если честно, не сочетался. То, что нейросеть нагенерила, сильно лучше тебе подходит. Обрати внимание. Как тебе заявление Трампа про третий срок? А это он про чей? Про Путина? Про свой. Что он сказал? Что он будет... Прошел уже. Третий срок. У Путина. Нет, у Путина там хитрость с Медведевым была, рокировочка. Технически он, по-моему, на втором еще. Ну нет, не суммарно. А что за хуйня про третий срок? Короче, он именно сегодня, у него журналисты спрашивали, он сказал то, что он может выдвинуть Венса на срок президентства, и Трамп будет типа вице-президентом. Ну. Если, допустим, Венс именно при инаугурации, к примеру, откажется, то Трамп автоматом президент. Где-то я такую схему видал. Блядь, вот вам не удивительно, насколько одинаково Россия с США, блядь, засинхронились в последнее время? Это пиздец. Трамп такой, да, хорошая тема. Только мы ее еще можем улучшить. Он станет президентом, потом скажет, я в домике, и хуяк, и я автоматически. Бля, вот это... Я уважаю его за то, что он адаптирует рабочие схемы у других народов. Это правильно. Трамп у Путина наставничество взял. Да, это, как его, курс по как разогнать себе рилзы, блядь. О, блядь, вот это какое-то экзистенциальное. Как ты видишь свое наследие? Ну, смотрите, зависит от того, в каком статусе я умру. Если я все еще буду иноагент, вероятно, ни наследия-то никакого не останется. Будет просто... Не, ну хотя, вот как вы думаете, вот я понимаю, что мы это разгоняли с Русланом Белым, но мне интересно, как вы думаете, ну как минимум мы же в истории останемся как люди, которых иноагентами въебали? Это же интересная хуйня с исторической точки зрения. Ты говоришь, нет? Почему? Ну, потому что тебя знают те, кто знают. То есть это... Ну нет, подожди, ты говоришь концепции YouTube-канала и тех, кто ходит там. Ну, я уверен, что условно репрессированных поэтов тоже не все знали, потому что, ну, они не вели ТикТок, блядь, как минимум. Но при этом все равно исторический как бы документ, что людей просто за антивоенную позицию въебали в одну гребенку и сказали, пи***йте из страны, это, мне кажется, как минимум, ну, мое наследие будет в том, как меня сильно отъебали за вот такую хуйню, за фразу «Да, ребят, да не воюйте, пошел в пизду». Мне кажется, с этой точки зрения историческую отметку я делаю достаточно жирную. Но, конечно, она размазывается, потому что нас таких 1000 человек, но при этом все равно группка-то не сильно большая, и она интересная. Слушай, да, Я расскажу детям про тебя.
Ну, блядь, вот чё, а чё, хочешь сказать, у Мендельштама сколько подписчиков на ютубе было? Вот и пошел нахуй, блядь. И кто из нас крут? Жена там что-то пыталась запомнить, у меня все на ютубе, блядь, лежит. Не представь свой портрет в классе литературы, класс стендапа. Но это должны люди прям, ну, несколько поколений сильно деградировать, чтобы я прям, знаешь, меня проходили в школе. Вы подготовили домашнее задание, Сидоров? Да, подготовил. Ёбаная хуйня, типа, ну что это будет? Он будет читать мои тексты. Ебу я ее в рот, а она говорит. Это, конечно, катастрофа будет для нашей культуры, если... Если они будут изучать твои шутки про детей, вот это... Я думал об этом, но это, знаешь, это ребенок будет выходить к доске и говорить из раннего. Смотри, самое главное не то, каким ты в истории останешься для, к примеру, ватников тех же самых, а то, кем ты останешься для тех, кто именно свободомыслящих людей. Да вы умрете все раньше, чем я. Я вот... Смотрите, свободолюбивые люди в Калифорнии, вы все уже пьяные, я чувствую, пахнет травой. Вам пизда, вы со своими свободами долго не продержитесь. Ой, я на год тебя старше всего, ты уже... Да, и ты выглядишь, посмотри, как ужасно. Это очень плохо. Как отучить мотоциклистов ездить между рядов? Вы знаете, проблема мотоциклистов, на самом деле, это одна из тех немногих проблем, которые решаются со временем сама собой. Поэтому можно на этот счет не париться. Просто подождите, дайте время. У меня был электромотоцикл. Это ультрагейство по всем фронтам. Мне просто нравилось, что это не надо заправлять. Я все равно даже, ну типа, я очень мало времени на нем провел. Я разъебался 6 раз, а ездил на нем 5. Типа, это вообще пиздец. То есть мотоцикл — это самая небезопасная вещь на свете. К сожалению, у большинства мужчин наступает такой возраст, когда они такие: а что, кожанка? И ветер в лицо. С этим, если у вас есть такие позывы, сдерживайте это изо всех сил. Это смерть шепчет вам. Она маскируется под крутой бунтарский дух. В США есть плюс, когда ты разъебался. Тебе потом платят страховку, если ты выжил. Я тому пример. Подожди, но ты же сам говоришь, если ты выжил. Сколько раз у тебя в жизни будет ситуация, где ты Паша техник? Сколько раз судьба должна дать тебе сигнал, чтобы ты такой: да не понимаю намеков, все заебись. Конкретно этот камень сегодня попался мне, больше такого не повторится. Я вот сегодня разъебался, живу. Ты на мотоцикле приехал? Не, приехал на машине, но разъебался за час до этого на мотоцикле. Садим немного. Я не понимаю, почему ты сидишь весь переебанный такой: да это охуенная тема, блядь. И это супер, блядь. Смотри. Да, это вот самый грязный, который... Гайс. Пока что 2 раза я живой, все 2 раза. Все 2 раза. Девушки, вот почему вам надо, если вы нашли хорошего мужика, блядь, держитесь за него обеими руками. Мы долбоебы. Реклама, конечно, но у меня села дала. То есть ты два раза разъебался и такой: да, записывайтесь ко мне в мотошколу. Я знаю 3 приема. А, супер, у меня мотошкола, приходи учиться. Да, уже. Вопрос от жены: когда я заработаю 1 000 000? Я, если честно, в мой финансовый бюджет, в мои планы входит победить в шоу Мистера Биста каком-то. Иначе я не справлюсь. Я прям рассчитываю либо выиграть встретить Мистера Биста, либо найти клад, либо пойти к нему в мотошколу, блядь, и он научит меня, как разъебываться, чтобы мозг оставался жив, и лутать деньги на своей регенерации. Быть иноагентом. Какие плюсы? Назови 6 плюсов. Так, ну первый плюс. Никакой карьерной неопределенности. Если ты никем не можешь работать в России, это сильно упрощает и сужает тебе, блядь, круг. Что еще? Как будто бы жена такая: ебать, я с преступником мучу. Наверное, вот это максимум, что можно из этого выдавить. Что еще в инагентстве? Интрига у имени.
В конце, когда в твоей фамилии стоит звездочка, думаешь, а что это с ним такое? Да, тоже добавляет загадочности тебе. Так, это 3. 4. Получаешь разведданные напрямую от американского правительства. Будьте здоровы. Блин, как тяжело придумывать плюсы. Тусовка агент. Да, такая, кстати, пиздатая тусовка, блядь. Екатерина Шульман, блядь. Кто там еще? Тамара Эдельман. Мы прям зависаем с ними, блядь. И вот это круче, чем у Педиди, блядь. Объебашимся, потом обсуждаем, блядь, политические перспективы РФ. До 5 утра, блядь. Да. Возьми к себе работать, блядь. Так плохо все в Лос-Анджелесе. Господи. Я актер, ну и вообще ответственный. Ярослав. А покажись, где ты? Здорово. Ты бьешь во все стороны, да? Блядь, ну... Нет, так и надо, я согласен, так и надо. Ну что-то да выстрелит, правильно. Тебе надо будет снять зубы на мотоцикле. Не, в любом случае, смотри, мне точно, ты как минимум сможешь играть чуваков, которые лежат в коме, если продолжишь заниматься тем, чем ты занимаешься. Без проблем. Ярик, не отчаивайся. Танцуй стриптиз, Ярослав. Блядь, ну ты... Я знаю, я хуйню несу. Так. Отличный вопрос от моего любимого постоянного зрителя. Сосал? Мне нравится. Спасибо. Это вот, я вот представляю, вот Ургант с Познером, вот они записки из зала собирают, вот такая тоже хуйня. Данила, войдешь ли ты в историю? Какое наследие ты оставишь? Сосал. Вот такое. Представь, что ты Илон Маск. Какие 3 решения ты бы предпринял? Первое. Я бы не зиговал. На самом деле, все, что он делает, я бы и делал. Это же вот посмотрите на это с точки зрения не того, что вот он олигарх, который творит дичь. Представьте, что вы бы... Вот, вы як, и вы в теле Илона Маска. Ну неужели вы бы не захотели ради прикола на инаугурации, ну ради интереса зигануть и посмотреть, что будет? Я уверен, что он просто с корешами заспорил на бабки. Ему Трамп такой, да блядь, что ты пиздишь, я тебе... Хочешь, я зигану, блядь? 1000 баксов тебе даю, не зиганешь, блядь. Вот увидишь. Он говорит, ну только вот полный размах, вот прям будет разогнется, не вот эта хуйня в крысу, я прям... Говорит, не сделаешь, ты застышь, блядь. Вот смотри, он прям, вы видели, с какой отдачей, он прям губу закусил, блядь. Это точно тип, который переселился в тело Илона Маска. Он все время хуйню какую-то говорит, мы оккупируем Марс, я сделаю 5000 роботов, блядь. Это как будто пиздюк. Это же просто мысли ребенка, типа. У него, вы что, не помните, он выпустил как мерч огнеметы, блядь. У него спросили, зачем он такой, угарно, типа. Он платит деньги людям, чтобы те набивали ему рейтинг в какой-то, блядь, задротской игре, нахуй. Он не настоящий богатый, блядь. Это просто ребенок. Мне кажется, кто-то уже им управляет. Возможно, автопилот. Вот какая ситуация случилась. Мне написал чувак, говорит, мы 8 лет вместе с моей девушкой, мы очень давно вместе, я бы очень хотел сделать предложение на сцене твоего, ну, типа, во время твоего стендапа. Можно ли это сделать? У меня однажды была история в одном из прошлых туров, еще в России, когда я сказал, да, конечно, это будет супер, давай сделаем. Пообещал чуваку, что мы это сделаем, вышел на сцену и нахуй забыл про это. Отвыступал весь концерт, все заебись. Я причем заранее даже место придумал, куда это классно встало бы. Просто пролетело мимо головы. Говорю, все, большое спасибо, это был хороший концерт, всего доброго. Съебываюсь за кулисы, беру телефон, и у меня там в уведомлениях написано от какого-то чувака «Спасибо». Я такой, блядь, заебись, уже отзывы на концерт. А потом я открываю, и этот тип пишет, ну спасибо, блядь, мы типа пришли всеми, мы же типа готовились, мы хотели, я понимаю, что я забыл, и я делаю самую кринжовую хуйню, я выбегаю обратно на сцену, и вижу, как все люди уже уходят, и я начинаю, нет, возвращайтесь обратно, пожалуйста, все вернитесь, там уже свет потух, звуковики уже, блядь, едят что-то, включают звук, обратно свет, все что-то, половина зала вернулась, я говорю, у нас тут события, блядь,
и вышел тип очень недовольный, сделал предложение. Это был такой кринж. В этом туре мне пишет тип, говорит, мы 8,5 лет встречаемся. Я бы хотел сделать предложение, все такое, у тебя на концерте в Стамбуле. Я захожу на его профиль, по профилю, ну видно, когда мужик любит свою женщину, как будто у них все хорошо в отношениях. Мне показалась приятная пара, думаю, ну классно. Я прикольный момент под это в концерте сделал. Но получилось так, что они купили билеты на самый дальний, блядь, ряд. Ну, конечно, тоже пиздец, мог бы подороже билеты купить, охуел, блядь. И я ему и спецшоу должен устроить. Он мне еще написал, говорит, а еще, говорит, пожалуйста, купи моей жене букет. Думаю, да ты охуел. Но я купил, блядь. Я купил, блядь, ей букет. Я еще думаю, блядь, ну, говорю, пишу, какие, блядь, она любит цветы. Он написал, какие. Но это не суть. Я знаю, что они очень далеко сидят. И, к сожалению, не видно дальние ряды, когда выступаешь. И вот подходит момент, я ему не сказал, когда это будет, мы просто распланировали, как это должно выглядеть. Типа, что произойдет и что он должен будет сказать, и как это мы разыграем, чтобы это был сюрприз для невесты. Я же тоже не долбоеб. Я говорю, какие у тебя билеты, точно скажи, ряд и место. Он мне говорит, я пришел у организаторов, спрашиваю, говорю, где это? Они мне показывают, вот там. Я говорю, все, понял. Я выступаю, час концерта проходит, середина. Я в какой-то момент говорю, а поаплодируйте, есть ли в зале люди, которые встречаются больше, там, типа, 8 лет. Звучат какие-то редкие аплодисменты, и я просто в темноту говорю, вот вы! Да, вы! Идите сюда! И нихуя не происходит, блядь. И я понимаю, что, ну, я уже, ну, блядь, я ничего не, надо дальше играть, я говорю, да, вы! И я хуй знает, туда я показываю, блядь, не туда. И выходят очень неловко люди. Я говорю, выходите на сцену. Они поднимаются, я смотрю, я не могу понять, это не они. И я понимаю, что я анонсировал, я говорю, у меня сейчас будет небольшой интерактив. Я так готовлюсь к тому, что он сейчас должен предложение делать. И такой, бля, если это не он, нахуй. И я просто начинаю с трясущимися руками говорить, сколько вы встречаетесь? Он говорит, я говорю, ладно, говорю, вот вы, девушка, сколько вы встречаетесь? Она говорит, 8,5 лет. Я такой, так, пока сходится. Говорю, вы, говорю, замужем, женаты? Она говорит, нет. И я говорю, ну, может быть, самое время? И этот хуй ничего не делает. Я такой, блядь, это не они! Ёб твою мать, это не они! Какой пиздец! И я стою, и у меня в голове мысли, а вот это, вот хорошо, это другие люди. Какой у меня интерактив, блядь? Я вызвал людей, что я сейчас с ними буду делать, блядь? Заставлять его просто рандомного типа, говорю, делай предложение. Просто приехал и на агент такой, блядь, женись. Из темноты просто кого-то выдернул. И я смотрю, он вроде раздуплился, достает кольцо, и думаю, ёб твою мать, слава богу, это он. Но были ну типа секунд 7, когда я такой, это пиздец. Я сейчас скажу спасибо большое, всего доброго. То есть весь интерактив был, хуль ты не делаешь ей предложение, он такой, мя! И я говорю, ну пиздуйте обратно на свои дальние билеты. Да, цветы подарили. Да, они начали обниматься. Я позвал, чтобы мне дали цветы. Я вручил ему. Тоже пиздец. Он еще взял цветы, подарил. Ей понравилось. Думаю, иди нахуй, это я купил. Что ж, друзья, на сегодня все. Большое спасибо, что пришли. Пишите в комментариях что-нибудь. Мне похуй вообще. Мне главное, чтобы вы отметились, что вы все еще здесь. С вами было утреннее шоу «Слишком рано». Подписывайтесь на канал. Спокойной ночи. Пока.